Уолтер, убери свои ожидалки, Уолтер. Киберпанк Edge Runners уже вышел, Уолтер. Йо, мистер Уайт, они вправду вышли. Все 10 серий в один день. Неплохо, но какая студия его сделала? Студия Триггер, бич. Я думаю, что многие хотя бы раз слышали о такой недавно нашумевшей игре, как Киберпанк 2077. Особенно в интернете запомнился релиз сей шедевра от CD Projekt Red. Несмотря на некоторые проблемы, люди, в частности я, приняли и полюбили это творение. Интересная задумка, геймплей, мир, сюжет навсегда закрепили ее в истории. Спустя какое-то время разработчики анонсировали аниме по вселенной Киберпанка, не связанное с основной историей. Отдельное внимание хочу обратить на авторов Edge Runner'ов. Знакомьтесь, студия Trigger, создавшая Мил во Франции и Kill la Kill. Честная херня та еще, но вот режиссер работал над Гуррен Лаганом, которого я обожаю, черт его возьми. Поэтому я, конечно, ожидал что-то хорошее. Летом нам показали очень динамичный и насыщенный трейлер, от которого мурашки по коже шли. Потом нас кормили еще трейлерами, но с теми же сценами. И вот наступило 13 сентября. Все серии вышли на Netflix. Что же получилось в итоге? Давайте разберемся. История повествует о Дэвиде Мартинесе. Обычный пацан ходит в Академию Арасаки и в целом живет на чиле. Мать занимается нелегальным сбытом имплантов и, собственно, эти деньги отдает на обучение сына. Но ведь у нас тут история про гиперпанков, так ведь? Поэтому в первой же серии умирает мать КГ, он ливает из Академии и из-за давления окружающих решается на то, чтобы поставить себе мега крутой военный имплант Сандевистан, найденный у матери в вещах. Далее он попадает в банду, ставит все больше и больше имплантов и выполняет заказ. С подробным пересказом сюжета лучше справится Валера, а я лишь буду затрагивать некоторые моменты для обзора. Первое, что я для себя отметил из положительного — рисовку. Под рисовкой я подразумеваю весь визуал, включая спецэффекты, динамичность экшн-сцен, текст на разных экранах и так далее. Еще триггеры постарались над воссозданием локаций из игры. Пользователи уже нашли подобные места. Это очень влияет на погружение, и работа в этом направлении — верный шаг. За данный аспект мое почтение. Звуковое сопровождение ничем не отличается от игрового, хотя добавили парочку попсовых треков. Более наглядно показан киберпсихоз. Тут, кстати, опровергается та теория об искусственном вызывании этого психического расстройства, создаваемая корпорацией Хироши через зрительный имплант. Персонажи сделаны неплохо, но на протяжении всей истории чувствуется нехватка хронометража. Не успеваешь привыкнуть к персонажам, как они погибают. Мне в целом запомнилось всего 3 персонажа: Дэвид, Люси и Мэйн. Именно их больше всего раскрыли. Остальные, например, как Ребекка, забавные, смешные, но не настолько интересные, как хотелось бы. Честно, смерть Джеки вызвала у меня больше эмоций, чем их смерти вместе взятые. А также не раскрыли главного злодея. Да, он фиксер. Да, он кинул главных героев. И чё? Он до боли скучный. Ну а теперь перейду к наболевшему. История. Осторожно, спойлеры. Триггеры решили в очередной раз сделать свое творение по шаблону Гуррен Лагана. Но в случае с Киберпанком это не работает. Да и не работает в других произведениях. Какой нафиг очередной избранный главгерой? Они добавили лольку в ебучий Найт-Сити. Ебать мой лысый хуй. Особенно меня взбесила концовка. Авторы на полном серьезе решили сделать битву со Смешером под попсу. Причем это даже не серьезная заруба, как в одной из концовок, а хрен его знает что.
Fuck you. Fuck you, Leatherhead. Чуть ранее я уже упомянул про малое количество экранного времени героев, и это напрямую сказывается на повествовании. Оно кажется скомканным, и это чувство усиливается филлерностью событий. Было бы на 5 серий больше, и предыстория про одну из легенд Найт-Сити, к примеру Смешера, то стал бы лучше, и лор игры раскрыло бы побольше. Но имеем, что имеем. В конце концов, мне больше понравилось аниме, нежели наоборот. Визуал порешал. Если не согласны со мной, пишите в комменты. Но срачей я разводить не собираюсь. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи, множества евро-долларов и имплантов. Пока. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния». Желаю вам, блядь, приятных сновидений.